Раннее холодное осеннее утро, и мы снова в дороге. Мы переезжаем в новый дом. Туман и такая грязь, что не хочется выходить из машины. Он спит. Ну что, мы переехали снова в новый дом. Это недалеко от Тбилиси, наш поселок называется Цхнети. Это называется дача у хозяев, но я бы сказала, что это не дача, а полноценный дом. У нас есть отопление. Это вот нижний зал у нас, очень большой. Здесь телевизор, как гостиная. Ну что ты катался? Идемте, я покажу кухню. Это у нас, да, комната отдыха. Дети, не мусорим. Покажу кухню. Мы заходим в холодильник, санузел сразу. Санузел небольшой, все обычно, чистенько. И вот наша кухня. Ты хочешь водички? Сейчас мама тебе нальет. Здесь тоже очень уютно, очень хороший ремонт, мне нравится. Духовка, мама сразу посмотрела, что духовка работает, что можно готовить. Сейчас я налью ей водички, если ты такую воду будешь, дорогая. Это минералка, ты не будешь? Вот. Еще у нас есть стиральная машина здесь. И здесь у нас идет лестница на второй этаж, там, где спальни наши. Вот я переживаю, как котенок здесь будет у нас с этой лестницы спускаться. Вот это меня волнует, чтобы он у нас не упал с этих ступенек. Идемте наверх. Она сама сможет подняться или Нет, вряд ли? сама не надо. Пойди пока с ней, хорошо? Она чуть ли не падает. Пойди с ней, потому что лестница такая. Вот мы поднялись наверх, и здесь такая комната, одна кровать, здесь тоже кто-то может спать. Фортепиано есть, но хозяин говорит, что оно тут 50 лет уже стоит, и никто не играл, просто стоит больше для декора. Естественно, инструмент не настроен. Да, я Саня сейчас сыграю. Нет, нам это не рабочий. Садись. Так, иди сюда. И вот такая большая светлая комната. Я не знаю, еще мы не решили, кто где будет спать. Мы с Новый год люди встречали, у кого-то был Новый год, да? Если честно, я бы легла здесь вот. А там твоя комната там? Ну, я поняла. Сейчас Анаис будет привыкать, да? Машинки нашла. Иди, Таис, покажи еще одну комнату, там есть спальня. У нас вот такие вот жалюзи, которые я случайно дернула. Дальше большое очень окно, так сказать. Две тумбочки, ну, обычная, собственно, кровать и для мамы большой стол. Да, Алиса? Машина. Покажи мне машину. Покажи. Вот, машина. А тебе их кто дал? А? Кто? Давай вместе. Здесь, наверное, будет мое рабочее место. Ноутбук сюда поставлю. Кот наш резвится. Он привыкает к новой обстановке. Сейчас я покажу вообще, вот как отсюда выйти. Просторно у нас очень. Вот там вторая дверь. Это, кстати, выход на балкон, на улицу. Но я сейчас туда не пойду, потому что очень сильный дождь идет. Вот так. И спускаемся вниз. Как Анаис будет спускаться с этой лестницы, я не представляю, честно говоря. Она сама такая мелкая. И выходим в гостиную. Мы еще вещи не разобрали. И вот я открыла дверь входную, но здесь у нас полный трындец, потому что это все вот я носила. Как обычно, наши чемоданы. Летом здесь, конечно, классно. Веранда, стол, двор. А сейчас смотрите, какая мряка. И вот выход с нашей веранды. Дождь лупит, качелька. Есть подушки к ней, когда солнышко будет. Тая увидела с Алисой бассейн, кричат: бассейн, мы завтра будем купаться. Я говорю: кто будет купаться? Дождь такой, осень уже холодная. Все. Вот здесь вниз спуск. Сейчас уже добегу. И вот такой садик. Роза единственная осталась цвести. И вон там оранжевенькая моя машинка стоит, на которой я еще сама не выезжаю. Я вот думаю, надо начинать вот это все барахло сейчас разбирать. Ой.
Где мои помощники все? Мы уже осваиваемся, да, скажи. Она уже везде бегает, все нюхает. У нас travel код, он понял, что он будет, да, переезжать много. Она уже поняла, что она переехала вместе с нами, ей уже не страшно. Да, скажи, ну посмотри в камеру, она уже везде бегает. Все, ты уже привыкла? Привыкла, да? Тебе уже не страшно? Здесь мы будем жить месяц, а если нам понравится, то еще дольше. А что хочу сказать, цены, конечно, на жилье страшные сейчас. Не только в Тбилиси, а и в Батуми, и по всей Грузии. Потому что много россиян приехало, от мобилизации все бегут. Украинцев также очень много. И я так тяжело искала этот дом. Мы уехали из Каджори. Искала просто, я, наверное, по 4 часа в день проводила на букинге, на Airbnb. Варианты были какие-то ужасные. То, что раньше сдавалось за $300, сейчас стоит 1200 и выше. Ну и не хочется жить в какой-то бабкиной хате, убитой за эти деньги. И так вот случайно, буквально вот вчера посмотрела, не было ничего хорошего. Захожу на следующее утро на букинг. И нашла вот эту вот дачу здесь за нормальную сумму денег. Мы платим 2500 лари, но это примерно $800. Да, дорого, понятно, но дешевле нормальное жилье найти просто нереально. Однокомнатную можно, нам же не подходит, нас много и нам нужно пространство. Дети не успели зайти в дом, называется. Одна, вторая. Муни смотрит, да? Ты займись чем-то, помоги бабушке что приготовить. С котом поиграй. Мама, вот. Это еще что такое? Что? Ты что, бурундук? Мне все нравится в доме, но очень раздражали красные шторы. Смотрите, что я сделала. Светло и хорошо. Я их просто чуть-чуть отцепила от собачек сверху и убрала в угол. И вообще такая красота. Осень, осень в Цхнете. Наша Анаис еще не может с лестницы сходить, поэтому ее постоянно надо туда-сюда носить, чтобы она погуляла, потому что она не может ни вниз, ни наверх никак подняться еще. Алиса, не мучай Анаис! О боже, я там вещи раскладываю в шкаф. А тут у нас... Что ты ее принесла сюда? Алиса сама спать не хочет, но уложила спать Анаис. Кот спит у тебя. А ты ляжешь поспать, Алиса, с ней? Вот я писи, я потом и пью. А, ты потом поспишь? Да. После кота? Да. Поставила машину во дворе. Здесь виноград у нас. Вот такой сад. И здесь дорожка наверх. Вон туда по ступенькам. Все наверху. Мы на горе, получается. И в хорошую погоду в Цхнете прям видно. Да, я зашла домой. Я дверь закрывала. Ищу кота. Кот пропал. Он здесь попу в шапочку засунул и дрыхнет. Я вышла попить кофе. А тут у нас домовенок Кузя, папа, сидит и говорит: привет. Привет. Не упади оттуда с этой лестницы. Иди или наверх, или вниз. Не сиди так, хорошо? Я тут буду сидеть. Зачем? Ну я. Кому? Я. Мне не нужно точно. У нас тут вечерние танцы ночные. Днем не спала. Тоже глаза, скажи, закрываются, но танцует, ее не уложишь. Кот тоже танцует у нас. Бадри, это грузинская лезгинка у нас. Мы только приехали в этот дом, здесь как в Кваряне. Тоже салют в соседнем дворе буквально. Тая. Салют! Салют! Все вышли, все услышали, да? Посреди ночи неожиданно. Елки у нас тут такие огромные, сосны, пахнет хвоей этой. Это мы приехали в Цхнете, поэтому нас так в Цхнете встречают. И все равно, что не погода. Всем доброе утро. Посмотрите, какая красота. У Таи сейчас урок музыки с учительницей. Мы стараемся с Алисой сидеть тихо и ей не мешать. Вторым пальчиком на ясно.
Вышли мы с Алисой во двор, чтобы Тае не мешать заниматься. Золотая осень в Грузии. Буквально пару минут, и вот такое облако село на горы. А за этими горами это уже российская граница. Сейчас Алиса покажет, как она выходит из дома. Давай! Я за ней не успеваю. Вот этот карапуз такой бежит к калитке. У нас здесь такая дорожка. Вечером, когда иду, вообще ничего не видно, фонарей нет. Мы уже успели погулять, вернуться, а Тая все еще занимается. Хорошо, а теперь смотри, еще раз. Когда у тебя нота ре, диез в правой руке черненькая, на вот эту ре диез как раз раньше не нужно. На ре диез надо взять ноту фа. Да. Тихо. Тая занимается тихонько. Тихо. Мы в этом доме в Цхнете живем уже практически неделю. Каждый раз по вечерам, когда темно-темно, вот там позади меня, видите, какая темнота, я ходила, закрывала ворота на ночь. Ну, знаете, как все-таки деревня, боюсь. Хозяин тоже сказал, закрывайте на ночь, а днем пусть будет открыто. И я ходила по темноте, светила телефоном. И сегодня я обнаружила просто для особо одаренных такую классную вещь. Здесь вот есть вот такой выключатель. Тик-тик. Включаем и... И здесь весь двор наш освещается. Освещается эта темная лестница. Спуск со двора к машине. Вон аж до самого конца. Бабушка сейчас вернулась с магазина и говорит, кто мне такую иллюминацию включил? Как вы это сделали? Здесь, в Цхнете, очень свежий воздух и очень-очень много лесов. И вот сейчас осень, здесь сосны, и прям дышится, я чувствую запах этой хвои. И мы ходим гуляем, листики собираем. А еще здесь есть очень классные возле нашего дома, держи, детские площадки. Сейчас я вам ее покажу. Куда этот ребенок лезет, а? Да. Осторожно, не свались. Классная такая прыгалка. У нас на площадках нет такого. Чего ты кричишь? Не кричи. Чего ты кричишь? Слезть? Тая, она хочет слезть. По-моему, Алиса залезла в паутинку и не может выбраться, да? Снять? Можешь? Ты паук? Да. Злой? Да, злой. О, Тая сейчас идет как раз на тренировку по воздушной гимнастике. Она и тут нашла, да, себе? Площадка классная. Только не свались. Шатаешься? А ну давай потихоньку. Не? Здесь на детских площадках есть краники, чтобы ручки помыть. Алис, не пей, она холодная. Да она вообще нельзя ее пить. Тепло сегодня, такой день теплый, да? Мы куртки надели. У нас во дворе яблони и груши. И вот я выхожу, собираю яблоки и варим компотик. И Алиса мне выходит, помогает. И груши нападали тоже сладкие-сладкие. Очень хочу частный дом. Моя мечта переехать в свой дом. Черный виноград падает на машину и оставляет следы. Такие конкретные, надо убирать. Вот так сейчас проходит экзамен в музыкальной школе. Да,